Всем привет! С вами я, Катерина, и сегодня я покажу и расскажу, как преобразовать объект из вашей раскраски в стеклянную фигурку. В предыдущем видео я уже показывала, как нарисовать фон в виде облаков. Я продолжаю ту же иллюстрацию со слоном из аниморфоз. Так как наш слон должен быть стеклянным и прозрачным, делаю набросок облаков, которые должны просвечивать сквозь слона. И приступаем к раскрашиванию. Для неба и облаков используем те же цвета, что и в предыдущем видео. Для неба это синий, морской синий и голубой в виде градиента. Для облаков беру те же голубовато-лавандовый, светло-желтый, розовый и кое-где синий карандаши. Первым слоем всегда наношу самый светлый цвет, голубой, чтобы контролировать градиент. Линию наброска стираю ластиком. Помимо того, что я учитываю места расположения облаков, я также контролирую их форму, так как возле края уха слона, например, должно быть небольшое искривление формы облака. Оно должно немного не совпадать с предыдущей своей границей. Ко всему прочему, нужно также учитывать форму уха и головы слона, так как слой стекла при искривлении площади стекла толще, и цвет там будет плотнее. Сначала я буду раскрашивать левое ухо. На орнамент на ухе я не буду обращать внимания и просто закрашу его белой гелевой ручкой, чтобы черные линии не нарушали ощущение прозрачности. Уточняю каждую складку уха как отдельный стеклянный элемент, накладывая темный оттенок вдоль каждой линии складки. Они превратятся наоборот в вершины и получат свои блики. А сначала я раскрашу розу. Если вы еще не знаете, стеклянные предметы, капли и даже глаза раскрашиваются по одинаковому принципу. Сначала идет блик, сразу после него тень, полутень и потом уже светлые места. Согласитесь, нетипично для обычных твердых матовых предметов. Розу я раскрашиваю по тому же принципу. Нам необходимо перекрыть черные линии раскраски белым акрилом и белой гелевой ручкой. Чтобы повторить такой же принцип, эти места будут бликом, а возле блика у нас уже готова прорисованная тень. Я беру акрил фирмы Art Nation и ручку фирмы Crown. Для работы с акрилом беру также тонкую кисть номер 3 от Эрих Краузе.
Прорабатываю все места, где, на мой взгляд, должны быть блики. Визуально выделяю углубления в каждом участке уха, используя разбавленный белый акрил. Итак, левое ухо готово. Я еще доработала его белой гелевой ручкой, но это было очень долго и неинтересно. Приступаем к раскрашиванию хомячка. Я полагаю, что автор имел в виду мышку, но я буду раскрашивать ее как хомяка, так как мышек я побаиваюсь. Для хомяка использовала золотой, розовый, светло-оранжевый, светло-коричневый, темно-коричневый и черный цвета. И плюс белую гелевую ручку для создания фактуры шорстки. Наш хомячок сидит на стеклянной поверхности, поэтому в складках стекла должно появиться его расплывчатое отражение. Для этого беру золотой и коричневый карандаши. Раскрашиваю правое ухо аналогично левому. Правое ухо тоже готово, уже видна прозрачность и фактура стекла. Приступаем к раскрашиванию головы. Верхняя часть головы – это обычный шар, ничего сложного тут нет. Также раскрашиваем небо и облака, прорабатываем все блики акрилом и ручкой.
Самая большая сложность заключается в многочисленных узорах, нарисованных черным цветом. Их приходится долго и тщательно закрашивать белым. Далее все раскрашиваем аналогично, учитывая лишь форму предмета. И вот хобот уже готов. А еще я закрасила белым акрилом тень под слоном, так как он прозрачный, никакой тени под ним не должно быть, и между лапами тем более. Раскрашиваю полянку, на которой стоит наш слон. Использую яркие зеленые оттенки от Джотто: салатовый, травяной зеленый, темно-зеленый, а еще светло-желтый кое-где. Для равномерного перехода на полянки использую белый карандаш, как блендер. Для мухоморов красный и белую гелевую ручку, чтобы скрыть черные линии вокруг кружков. Дудлика раскрашиваю телесными, розовыми, красными и коричневыми оттенками. Шлем викинга у него на голове под золото. Использую желтый, коричневый и золотой. Далее раскрашиваю нижнюю часть слона, проставляя отражение от полянки вдоль всех элементов. Красные от мухоморов, зеленые от травы, желтые от шлема дудлика. Блики на ногах примут вытянутую форму. Также добавляю светлое отражение от слона, как будто свет прошел через стекло, добавив размытый белый акрил на траву. На этом все. Вот такой прозрачный и легкий слон получился. Надеюсь, вам понравилось это видео и оно было полезным.
Спасибо за просмотр. Пока-пока.